Южане, внимание, это Фалькон. У нас противник находится впереди, за вторым зданием примерно 2 человека. Вольфик в центре, Джордан замыкает. Как приняли? Вольфик принял. Начинаем выход. Я открываю. Вольфик за мной, Джордан следующий. Начинаю зачистку. Пошел. Прикрываю. Приветствую, меня зовут Вадим Оскотский, позывной Фалькон, капитан команды Южане. Играю в Airsoft уже лет 15. Сам Airsoft появился в Японии в конце 70-х годов по двум версиям. Первая версия – это запрет японской армии проводить учения с настоящим оружием. Другая версия – это офисные работники Японии, которые решили найти себе развлечения и играли с игрушками, очень похожими на оружие. Первые 5 лет я был обычным игроком, не брав на себя никакие обязательства, не командовать отрядом, ни командой, не делать какие-то игры. Но побывав на международных играх в Швеции, игры Бергет международного класса, я понял, что есть другой уровень. И увидев то, что происходит в Израиле, я как бы решил нести свою лепту и изменить это. Так как сам уровень игр падал, количество игроков уменьшалось, люди не хотели приезжать на игры. Я начал серию игр Revival, где была игра с ролевой составляющей, основанная на истории Афганистана в районе 2000-х годов и дальше. Сама суть заключалась в том, что были несколько сторон. Общие две — это как Талибан и силы Альянса, но были завуалированы и другие стороны. У каждой из сторон были свои интересы, нюансы и так далее. Посредине, как всегда, были на каждой из этих игр ролевики, которые были как своя отдельная сторона, но в то же время все стороны могли их использовать для своих интересов и для выполнения миссий. Каждая игра заключалась в том, что надо было захватить контроль над территорией и захватить цели. Цели каждой игры отличались, как те же шахты на одной из игр, те же ящики с химическим или биологическим оружием. Но на каждой игре это дополнялось и улучшалось. Сама игра была с ночной фазой и с утренней фазой. Утренняя фаза более длинная, и во время всей игры игрок постоянно чувствовал, что есть какая-то суть сценария, которая продвигается, и была возможность для всех игроков выбрать просто идти воевать, или же добывать информацию, или переводить переговоры с какими-то из сторон, или же с теми же гражданскими. Главное отличие от обычных игр в том, что на обычной игре, которая идет как стенка на стенку, у игрока нет каких-то целей, они просто начинают с двух разных точек, приходят в какой-то момент друг к другу и начинают перестрелку, когда состыковка идет сторон. Там получается игра более короткая, у тебя нет возвращения мертвятника, есть просто прекращение игры, или же добавлен мертвятник, где игрок воскрешается, возвращается в бой. Была также серия игр Greenlight, где надо очень сильно включать тактическую составляющую, потому что это простая игра с простейшими заданиями поэтапно, но чтобы эти задания выполнить, надо очень хорошо вложиться в тактику, так как обе стороны практически имеют свои преимущества на каждой из сторон, и не слишком большая разница между обороняющимися и атакующими. Каждая из этих игр делилась внутри самой себя по сценарию на этапы, которые выполнялись атакующими сторонами чаще всего. И в конце окончательная победа была принесена обороне или атаке, завися от выполнения последней задачи, которая могла быть полностью не выполнена одной из сторон, но тогда побеждали автоматически обороняющиеся. Но в любом случае эти игры были от начала до конца постоянно под адреналиновым потоком, потому что иначе, получается, игроки теряли возможность продолжения игры. Как играют в Airsoft? Во-первых, такими шариками. Пластиковые шарики 6 мм, если более точно 5,95 мм. Это пластиковые шарики разных цветов. В большинстве это белые шарики, но есть других цветов, это разделяет классы. Есть классы по весу,
Есть классы для боев ночных, дневных. Аирсофтные привода, реплики настоящих видов оружия делятся на 4 вида. АЕК, ВВД, ГАЗ, Bolt Action. Каждый из этих видов работает на электрике, на воздухе, на газе или с помощью спринговой пружины. Также делятся в общем на 5 классов: пистолет, автомат, пулемет, DMR, снайперка. В любом случае все виды аирсофтных реплик имеют свои плюсы и минусы и свои нюансы, но об этом лучше расскажет техник, а не пользователь, как я. Насчет классов аирсофтных реплик, они разнятся для того, чтобы можно было использовать для разного вида миссий и заданий, так как они отличаются своей мощностью и минимальной дистанцией для выстрела. А также есть разновидности игр. Простые игры, где просто собираются стенка на стенку, как Deathmatch в компьютерных играх. Есть игры с целью флаг, какая-нибудь цель в виде какого-нибудь предмета. Есть именно более глубокий вид сценариев, когда прописано заранее стороны, миссии и дополнительные миссии. Есть еще вариация, когда у тебя идет несколько дней игра, еще более высокого уровня. Разнообразие игр добавляет интерес самих игроков к этому виду спорта. Спорт этот просто молодой и еще не всем известен. Он также еще не во всех странах принят. На данный момент он принят в Бельгии официально, в Бразилии и в России. Это 3 страны, которые официально приняли на государственном уровне. Сам вид аирсофта как таковой в Израиле появился с 2002 года и по сей день существует. У него было несколько этапов, когда он почти был запрещен, но в конце вовремя остановились и не запретили. После сильной именно битвы и игроков, и клубов, и вообще сообщества, которое начало понимать, что мы не преступники, а мы люди, занимающиеся своим хобби, играющие в спорт. На данный момент, получается, есть принятие нового закона о видах оружия, и он назвался закон Airsoft, это поправка к закону, и они начинают смотреть, как именно сделать регуляцию в стране, так, чтобы не повредить ни игрокам и в то же время необычному нормативному гражданину, а также помочь самим клубам не потерять их достаток, получается, от продаж и просто вообще, чтобы сам вид спорта не исчез в стране. На данный момент, получается, у нас есть какое-то светлое будущее, но оно все еще не ясное. Сам Airsoft для меня как хобби начался с 2008 года как отдушина от обычной рутины. С другой стороны, это и возможность почаще быть наподобие милуим, то бишь в запасе, служить. Просто не получалось раз в году или раз в 2 года. И получается, заодно еще я нашел новых друзей, уйму новых друзей с помощью самого вида спорта. На самих играх, получается, у тебя есть возможность сбросить весь стресс, который набрался на работе, дома, вообще просто в жизни. И ты его сбрасываешь, но сбрасываешь его в нормальной форме, не с насилием, а просто играя в интересную игру и вкладываясь всей душой. Сама игра просто интересна тем, что это не только игра одиночки, но это игра команды, игра сторон, игра вообще, получается, обоюдного взаимодоверия, и вообще это игра друзей. Если это теряется, то сами игры прекращаются, и чаще всего это показатель, когда люди начинают терять рамки, что это именно игра друзей. Но самая главная вещь, если люди еще не теряют самодисциплину, потому что основа любого вида спорта – это дисциплина, а дисциплина самое важное от самого человека, то бишь самодисциплина. С этого начинается все. Дам простой пример игры друзей. Люди стараются стрелять не в те точки тела, где можно больше всего навредить, то бишь не в лицо, не в локоть, не в колено, а стараются в общую массу тела стрелять или же где есть разгрузка. Так, чтобы минимальный вред нанести противнику в самой игре, но в то же время, чтобы все стороны вышли с игры без повреждений. Еще очень важная вещь, которую я
тоже очень сильно уважаю в самом Airsoft, это возможность до игр, приехав на большую игру, как бы у нас как называют эти большие игры, это игры, которые не каждый раз, а раз в несколько месяцев, приезд в пятницу. Это получается удовольствие встретить друзей, которых давно не видел, посидеть вместе у костра, поболтать, поделиться новостями. Получается, сам вид аирсофта, он помогает многим людям просто избавиться от стресса, и у каждого человека это свой вид хобби. У нас, получается, это airsoft, у кого-то это велосипед, у кого-то это еще что-нибудь. Но любому человеку надо какое-то хобби, которое его будет помогать сбросить стресс от рутины. Самое главное в этой игре – это отсутствие насилия. Любой человек, который сотворил какое-либо насилие, даже минимальное, на игре, он будет наказан простым отстранением от игр или же даже более навсегда отстранен от всех игр, исключен из команды. В любом случае это зависит от случая, но наказание он, получается, понесет. Потому что в самом нашем хобби нет такого, что насилие приносится на игру. Мы наоборот уходим подальше от насилия и играем в удовольствие, так как это игра друзей. Это контролируется обычно с помощью игроков, которые передают информацию заму капитана, капитану команды. Или же на больших играх это выносится организатором через судей, то бишь через маршалов. В любом случае этот человек объявляется на общее признание, что он нарушил правила игры, и чтобы люди понимали, что за это есть наказание, из-за этого его объявляют и наказывают. В каждом случае это свое наказание, но глобально все понимают об этом. На самих играх дисциплина – это самое важное для меня и для моего окружения. Из-за этого я со временем прекратил сами игры делать, так как начал сталкиваться с тем, что я не справляюсь с возможностью устранить полностью отсутствие дисциплины, и игра начала портиться очень сильно. Из-за этого я прекратил брать ответственность за игры и вообще прекратил их делать, так как и нервы сжег, и финансово, получается, очень сильно пострадал, так как отдавал полностью все на игру. И получилось, что из-за этого пришлось прекратить игры. На данный момент я не хочу к этому возвращаться, так как нервы были сильно сожжены. И я потерял то, что именно искал в играх, получается, игру друзей. Подводя итог всему мной сказанному, просто посоветую от себя лично оставаться самим собой, оставаться человеком, потому что все со временем вытекает, и все всегда видно со стороны. То, что мы сами можем не заметить, люди видят это все. И потому оставайтесь человечными, а новым игрокам, которые еще не начали играть и которые досмотрели это видео, советую найти в своем окружении, в своем городе или в своем округе, в стране какую-либо команду. И там вам помогут насчет информации, как все начинать, потому что иначе вы можете потратить лишние деньги, а спорт не дешевый, но в то же время не слишком дорогой. Самое большое вложение, получается, это привод. Для этого лучше всего спросить у той команды, которую вы нашли, и посоветоваться о том, какой лучший привод для вас купить и по какой цене. Есть большое разнообразие клубов, магазинов, и потому большое разнообразие цен, которые начинаются от 4 до 5 тысяч, минимальная, для того, чтобы базовое купить оборудование и привод, то бишь реплику настоящего оружия по своему вкусу.